Всем здравия! Тема сегодняшнего видео – это судебный приказ. Что это такое и как его отменить. Что нужно знать о судебном приказе и как он составляется. Давайте разбираться. Что стоит знать о судебном приказе? Банк может списать с должника, физического лица, долг в размере до 500 тысяч рублей. Получить его можно без уведомления и без ведома самого должника. Деньги будут списываться не через пристав, а сразу напрямую через банк. Деньги окажутся у кредитора уже плюс-минус через несколько дней. Но, тем не менее, судебный приказ можно отменить. Итак, чем же регулируется отмена судебного приказа? Право гражданина на отмену судебного приказа регулирует Гражданский кодекс, а именно 129 статья Гражданского кодекса. В ней сказано, что судебный приказ отменяется, если должник успевает принести в суд свое возражение в установленный срок. Соответственно, решение черной мантии отмечает, что взыскатель может предъявить ровно те же требования по взысканию в рамках своего искового заявления. Копии будут отправляться всем сторонам этого дела. Если рассмотреть, то что может быть проще, это прийти в суд и сказать «я возражаю», тем самым просто отменить судебный приказ. Но не все так просто. Есть свои подводные камни. Главный подводный камень кроется в сроке. Для отмены приказа он должен не превышать 10 дней, так как через 10 дней судебный приказ вступает в свою законную силу. Но мы все знаем, что выписываются они с огромными нарушениями, без печатей, без подписей должностных лиц и так далее. Как показывает практика, должник или физическое лицо узнает о том, что есть судебный приказ намного позже, чем 10 дней, потому что кредитор и банк не уведомляет должника об этом. Если вы получили письмо из суда с копией судебного приказа, это означает, что вы просто счастливчик, потому что 90% таких писем не получают. Судебный приказ может отправить мировой судья, кредитор, но это ему совсем не выгодно, а также судебные приставы, что тоже маловероятно, потому что они сидят в своих кабинках и просто жуют печеньки, образно говоря. Также, что нужно знать для отмены судебного приказа? Судебный приказ пишется в свободной форме, но есть несколько пунктов, которые нужно туда внести. Это реквизиты и название суда, его адрес, данные заявителя, основания подачи возражения, дату и номер судебного приказа. Описать, почему вы хотите отменить судебный приказ, и обосновать это. Ну, например, я не согласен с расчетом процентов. Или я не согласен с расчетом штрафов. Это может быть любое возражение на ваше усмотрение. А также, если все-таки судебный приказ был выпущен и вступил в силу, и деньги начали списываться, то вы также можете его отменить, указав уважительную причину. Например, вследствие болезни. Или у вас была командировка, но для этого нужно будет приложить соответствующую бумагу. Или с места работы, что вы были в командировке, либо это, соответственно, справка о болезни. Также стоит помнить, что в этой стране незнание законов не освобождает от каких-то действий. Поэтому, даже если вы не знаете о производстве судебного дела, судебный срок в любом случае будет уже идти. Поэтому, если у вас есть какие-то
притязание от банка, то мой вам совет – это периодически, хотя бы раз в неделю, проверять на сайте, есть ли какие-то судебные приказы в вашу сторону. Итак, перед нами возражение. В шапке мы пишем мировому судье судебного участка номер и пишите номер своего судебного участка, а также фамилию судьи. Снизу идет адрес. Адрес себя включает индекс, город ваш, улица. Здесь я написал административный дом 6. Далее идет заявитель. Я всегда пишу заявителя по правилам русского языка. Это Иван Иванович Иванов. Адрес заявителя, который также включает индекс, город, вашу улицу. У меня написано улица Добра, дом номер 7. А также номер дела или судебного приказа. Снизу мы пишем возражение относительно исполнения судебного приказа. И далее мы описываем все то, что есть в судебном приказе. Какого числа был вынесен судебный приказ, кем и так далее. 12.12.23 года мировым судьей судебного участка номер 1 города Москвы Волковым был вынесен судебный приказ по заявлению ПАО «Сбербанк России» в мой адрес о взыскании задолженности по кредитной карте со счетом. Пишите счет, расчетный счет вашей кредитной карты и за тот период, который они выставляют. Соответственно, за период с 14.03.23 года по 12.12.23 года. В сумме 69 821 рубль 9 копеек. В том числе просроченный основной долг 61 178 рублей 59 копеек. Просроченные проценты 8 642 50 копеек. А также расходы по оплате госпошлины в сумме 1147 рублей 32 копейки. Далее. Я никогда не был уведомлен о судебном производстве, возбужденном в отношении меня, а также в том, что ПАО «Сбербанк России» взыскивает с меня какую-то Я никогда не был уведомлен о судебном производстве, возбужденном в отношении меня, а также о том, что ПАО «Сбербанк России» взыскивает с меня какую-то задолженность. О вынесении судебного приказа мне стало известно 19.12.23, когда я получил его по почте России. Мировым судьем судебного участка номер 1 города Москвы, в связи с чем я в 10-дневный срок реализую свое право на обращение в судебный участок, вынесший судебный приказ с возражениями относительно его исполнения и заявления о его отмене. Я категорически возражаю против вынесения данного судебного приказа, а также я не согласен с суммой взыскания по данному кредитному договору. Считаю, что расчет произведен незаконно, необоснованно и сумма, рассчитанная банком, завышена. Я не имел возможности представлять доказательства в защиту своей позиции по данному разбирательству и ознакомиться с материалами, имеющимися в распоряжении ПАО «Сбербанк России», то есть реализовывать права, предоставляемые ГПК РФ. В соответствии со статьей 128 ГПК РФ должник в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право предоставить возражение относительно его исполнения. Статья 128 и статья 129 ГПК РФ указывают, что мировой судья отменяет судебный приказ, если от должника в 10-дневный срок поступят возражения относительно его исполнения. В соответствии с
статьей 128 и со статьей 129 ГПК прошу суд, или просто прошу, отменить судебный приказ мировым судьей судебного участка номер 1 города Москвы Волковым. Был вынесен судебный приказ по заявлению Сбербанк России о взыскании с Иванова ИИ задолженности по кредитной карте. Если мы обратим внимание, здесь Иванов ИИ, потому что идут притязания именно к физическому лицу. Задолженности по кредитной карте со счетом, далее номер счета, за период и также сумму. Все это можно будет взять, где вы писали выше. Просроченный процент, а также госпошлину. Далее, второе, это направить. Здесь уже мы меняем статус ИИ Иванову. Копию определения об отмене судебного приказа в установленный законом срок, а это 3 дня. Также мы прикладываем копию судебного приказа, копию конверта, который был, и если у вас есть, соответственно, какие-то документы, что вы болели, или копия командировочного, а также прикладываете копия командировочного листа. Или же это может быть больничный лист. Вот. Все. Также прикладываете копию того или другого. Делаете дату, ИИ, ну и роспись. На этом все. Судебный приказ готов. Итак, мы рассмотрели, как должен составляться судебный приказ. Вы его отправляете заказным письмом с трек-номером. Вы успели подать, и теперь судебный приказ отменен. Что же будет делать кредитор, который все-таки хочет получить какие-то деньги? Он, конечно, вряд ли сразу оставит эту затею, но у него есть, опять же, несколько путей для решения своего вопроса. Первый путь – это продать долг коллекторам за 10% от его стоимости и на этом успокоиться. Второй – это опять же подать снова в мировой суд, чтобы получить полную сумму, включая все расходы по делу, по процентам, пениям и штрафам. На этом у нас сегодня все. Всех благ вам и здравия. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячи лет.